Привет, друзья! Вы на канале Мама про рост, с вами Анастасия Венля, и сегодня я хотела расспросить свою бабушку о том, какие навыки передавались из поколения в поколение в нашей семье. Расскажи, пожалуйста, какими ремеслами занимались наши предки? Мой дедушка, он был отличный портной и гармонист. И потом пошли потомки, которые умели шить. Когда мы приехали в Москву, моя мама, у нас деревенский дом был, она сама выдумала занавески, кружево, кружевные такие, вот как будто цветок кружевной. И он сшивался в полоску и заканчивался треугольником, а между ними кусочек ткани. И такие нарядные занавески, и все соседки приходили снимать узор, как это называлось. И вот она им объясняла все. Папина сестра, она меня научила сначала крючком вязать, потом спицами, потом в шитье разбираться. Я тоже могу простые вещи сшить. Свекровь, она тоже была швея, в России говорили белошвейка. Вообще любое изделие могла сшить. Помню, мне на свадьбу из моего выпускного белого платья она сделала шикарное свадебное платье. Переделала его, сделала другой вырез, другие рукавчики. Очень мастерица была. Умели кружева вязать, на спицах изделия вязать. И дочка у меня вообще любую куртку, любое пальто, любое нарядное платье, любой костюм великолепно и шьет, и вяжет. А она, в свою очередь, передает своей дочери. Умения у нас передаются из поколения в поколение. А сейчас вон правнучка так такие красивые наряды для своих куколок делает. Прям загляденье. Наш весь род очень привержен. Вот папа любил разные ремесла, мастерил, строил и нанимал, и сам участвовал в строительстве. Все мои потомки любят что-то мастерить. Для дома, для семьи, всевозможные изделия. Дочка прекрасно моя рисует, шьет. За какое бы дело она ни взялась, везде она мастерица. Корзины хорошо умеет делать. И внучка с правнучкой корзины, коробки красивые. Мы, когда приехали после войны сюда, вот в Москву, папу прислали сюда работать и учиться в политшколе, мы купили маленькую хатку, даже обмазанная она была. Мы ее белили каждое утро. И она такая была вся дырявая, вся такая малюсенькая. Папа быстренько пристроил к ней терраску, потом гараж для мотоцикла у него в собственном ведении был с коляской Харлей немецкий. Мы на нем ездили за грибами в лес. И потом папа купил сруб, нанял плотников. Сначала из бревен срубили сруб, а потом на окраине села, это вот Троица Лыкова, Серебряный Бор, Строгино, нам выделили землю. Он как участник войны. Мы там построили отличный дом, пятистенок называется. То есть 6 на 6 метров, потом 5 на 4. Потом, когда Строгино стало расстраиваться, папа этот дом на снос продал, и папа снова построил. Да, строительство я сама несколько строила. Дочка шла в 1 класс, и вот чтобы выделить ей место для занятий, совершенно в одной комнате не хватало места. Там и спальня, и гостиная, все там. И поэтому я холодную терраску разломала и сделала кирпичную пристройку, а потом к ней еще террасочку. И вот все мои родни любят строить. Когда я поехала, купила дачу, у меня младший внук вечно ходил с топориком.
И вот то шалашик он, то что-то мастерил, то что-то это. Я вечно за ним бегала, боялась, как бы травма какой не получилась. Старший внук, он вообще построил для себя квартиру. Ну, не знаю, насколько сам лично, но он успешен в бизнесе. И как сейчас на заработанные деньги покупают квартиру, делают там ремонт, люди себя называют «я построил себе квартиру». Вот моей внучке передались мои педагогические навыки, она прекрасно воспитывает свою дочь, обучение у них дистанционное на дому. Моя правнучка отличница, в 5 классе учится, будет учиться с сентября. Потом кулинарные у нас такие, мы все очень вкусно готовим, всякие торты. Я помню, я лежала в больнице, мне дочка принесла кусочки торта. Я стала угощать в палате женщин, и они говорят: боже мой, мы никогда в жизни не пробовали такого вкусного торта. И вот торты, всякие блюда готовим из мужчины, они там по другой линии. Теперь уже компьютеры. Муж у меня, он в радиоэлектронике очень хорошо разбирался, очень музыкальный тоже очень был. И почти все обладали прекрасным музыкальным слухом. На гармошках играть там, на гитаре. Вот сейчас мои внуки, все трое. Сохранились ли у нас какие-то семейные реликвии, связанные с этими ремеслами? Моя вот тетя, которая мне заменила маму, она великолепно пряла на пряхе, старинная сибирская пряха с колесом с таким. И помню, что нам приносили овечью шерсть, она распускала простые хлопковые чулки, потому что вот шерсть хорошо прясть на простую нитку, чтобы она не сваливалась, не слеживалась. И вот приносили мы, я помню, сама тоже помогала ей расчесывать эту шерсть, чистить ее, расчесывать. Вот. И из этих ниток и варежки, и носки мы вязали для всей семьи. Всякие лечебные пояса, помню, даже из собачьей шерсти вязали. Вот. И эта пряха до сих пор у нас хранится. Как владение навыками помогло нашей семье пережить трудные времена? Когда начались перебои с продуктами, всевозможные талоны, очереди, я, недолго думая, в Тамбовской области купила полдома, стала выращивать утят, цыплят, выращивать в огороде всякие овощи, консервировать. Вот, муж у меня водителем работал, все это вывозили с Тамбовской области. По очень много банок, всякие салаты, всякие овощные пюре, тушенку сами делали. Ну, просто я вот брала 50 утят и 50 цыплят. И яички, и мясо. И до сих пор у нас огороды, теплицы. Мало того, что мы умеем прекрасно на руках вязать, у нас вязальные машинки. И наши отечественные, и Веритас немецкие. Вот я помню, я вышла во двор в связанной на Веритас кофточке, такая с орнаментами. Мне никто не поверил, что это я сама связала. Никто. Я говорю, ну хорошо. На изнанке показала некоторые огрехи в вязании. Я говорю, в магазине же такое не могут продать. Тогда уж все поверили. И пошли ко мне заказы. Мы и платья вязали, и костюмы вязали. И материальные, так сказать, это была подмога для бюджета семьи. Как ты передавала свои навыки следующим поколениям? И что было самым важным, чему бы ты хотела нас научить? А я считаю, что самое важное – бережное отношение к природе. Вот, беречь природу, пользоваться ее благами. Вот мы любим и за грибами, и за ягодами ходить, выращивать всякие овощи, фрукты. Вот у нас 2 поместья, и везде фруктовые у нас деревья, фруктовые кусты, и мы заготовки всякие делаем. Поэтому наша семья вот очень вкусно питается зимой всевозможными салатами, вареньями, соленьями. Конечно, говорят, долг
день до вечера, коли делать нечего. А у нас этого не бывает, потому что наоборот, некогда, не успеваем. Как, по твоему мнению, современные технологии влияют на традиционную передачу знаний между поколениями? Современные технологии. Ну, можно по компьютеру, наверное, научиться и вязать, и узнать, как ухаживать за растениями. Позвонила Алиса, ты не знаешь, как бороться с вредителями, там, допустим, на смородине? Конечно, компьютер – это помощник современного человека. Всегда. Живое это общение, оно всегда милее и добрее. Что, по твоему мнению, самое важное для передачи ремесленных навыков внутри семьи, из поколения в поколение? Ну, конечно, всякое случается. Иногда вот семья, все врачи, и вдруг у ребенка появились какие-то артистические способности, например, тяга к музыке. Надо уметь, так сказать, его поддержать. Всякое бывает. Ведь мы же не под копирку идем. Каждый человек своеобразен, у каждого свои таланты, свои способности. Поэтому через колено нельзя ломать. Поддержка. Забота, поддержка. Но основа основ – доброта и любовь. Недаром же меня зовут Любовь. Если бы ты могла дать один совет нам и будущим поколениям о том, как лучше сохранять семейные традиции, что бы ты сказала? И в первую очередь дети воспитываются на примере взрослых. Если ребенок видит, что вот у нас вылупились цыплятки, что у нас свои курочки, цыплятки, что мы их воспитываем, бережем. И когда ребенок видит, что взрослые любят природу, берегут природу, благо получают от природы, он поневоле сам становится поборником защиты природы, бережного отношения к природе, работе в природе. Поэтому только личный пример и доброе отношение и к детям, и к природе, и ко всему. Все это вместе. Намного же интереснее посмотреть на только что вылупившегося живого цыпленка, чем по компьютеру увидеть этого цыпленка. Чем размышлять? Я доказать. Надеюсь, мы смогли зарядить вас на разговор с вашими бабушками и дедушками. Обязательно расспросите их на досуге. Напишите в ваших комментариях, какие истории и удивительные открытия вам довелось узнать, или о те истории, которые так передаются в вашей семье. Ну а с вами была Анастасия Вендлер. До встречи в следующих выпусках на канале «Мама про рост». Пока-пока!